Против телезрителей сегодня играют Леонид Климович, обладатель бриллиантовой, а также хрустальной совы Борис Левин, Оксана Петрунько, Михаил Дзюба. Обладатель бриллиантовой и 6 хрустальных сов, магистр игры «Что, где, когда» Александр Друзь. И капитан команды, обладатель хрустальной совы, магистр Виктор Сиднев. Против команды Виктора Сиднева сегодня играют семья Коноваловых-Мошниковых, Шлиссельбург, Елена Куркова, Саранск, Тамара Филюк, Барнаул, Владимир Крайнов, Ишим, сектор Блиц, Ольга Миронюк, Москва, Денис Мухамедов, Всеволожск, Анастасия Морозова, Новополоцк, сектор Суперблиц, Лейла Букинбаева, Астана, Игорь Крючков, Аликанте, Анастасия Ершова, Пенза. 13-й сектор. Весенние игры магистров. Телезрители против знатоков. Игра до 6 очков. Счет 0-0. Первый раунд. Добрый вечер, уважаемые телезрители. Добрый вечер, уважаемые знатоки. Господин Сиднев, добрый вечер. Добрый вечер, господин ведущий. Вы впервые сели за стол в 1979 году нашей эры. Скажите, Виктор, посещали ли вас тогда мысли поиграть в год 50-летия «Что, где, когда»? Конечно, нет. Дело в том, что и Ворошилова вот тогда еще не было 50. И нам Виктор, как-то... скажите, а в какой момент вы поняли, что «Что, где, когда» для вас это не сиюминутное увлечение? Ой, вы знаете, когда дети наши стали играть в «Что, где, когда», мы решили, что это уже не сиюминутное увлечение. Так, что, с Суперблица начинаем? Нет. Все-таки Новополоцк. Против вас играет кассир Анастасия Морозова, город Новополоцк, Витебская область. Внимание, карикатура. Господин Друзь, перед вами карикатура 60-х годов художника Андро Канделаки. Внимание, вопрос. Какой фразой автор подписал свою работу? Восток-2 это кто? Титов? Это Титов. Ну, не знаю, третьим будешь, ну вот... Герман. То самое. Уж полночь близится, а Германа все нет. Все. Вот, да, потому что сутки летало, да. Да. Еще вариант, конечно. Он летал Да нет, сутки. мне рассказывают, У нас есть Земля, есть... есть Восток-2. Да, больше еще. А, наверное, что-то сидит, ждет. Ну, явно, да. Ну да. А что-то с числами нельзя Тогда покрутить про там. женские полеты еще раз бы было... Второй лучше первый, там Титов. третий еще лучше. Как-то вот Восток-2, это да, что-нибудь. Титов. Нет, не может быть такого. Не, ну, время есть пообсуждать. Чего. Да, Ну, просто это самое. грустная, да. Но он сутки действительно летал. Да, 17 космических зорь, значит, это... Да, Так но они, она, по-моему, один она оборот как всего, бы да. грустная, да, логично. Все хорошо, все складывается. Хорошо, вы говорите. Ну, мы готовы отвечать? Прошу. Александр Друзь будет отвечать. Прошу вас, Александр. Мы полагаем, что это карикатура, и автор подписал словами «Уж полночь близится, а Германа все нет». На корабле «Восток-2» летал Герман Титов. Художник подписал карикатуру фразой из оперы «Пиковая дама». «Уж полночь близится, а Германа все нет». 1-0. 1-0 в пользу знатоков. Уважаемые телезрители, сразу хочу пояснить, что означают слова «игры магистров». Игры магистров – это игры команд, в которых капитаны – магистры клуба. И в весенней серии их интересы будет защищать директор департамента коммуникаций госкорпорации «Росатом» Андрей Тимонов. Добрый вечер. Здравствуйте, господин ведущий. Скажите, вам уже приходилось защищать команды Максима Поташова и Андрея Козлова, а вот старейшин нашего клуба вы защищаете впервые. Скажите, Андрей, может вам сегодня передохнуть? Мне кажется, они и сами справятся.
Знаете, господин ведущий, еще вчера в Москве была весна и тепло, а сегодня снег, холод и острая потребность в пуховиках. Игра «Что, где, когда» точно такая же, как и апрель в Москве, непрогнозируемая, поэтому помощь и пуховики могут понадобиться в любой момент. Благодарю вас, Андрей. А вот нападать на команды магистров в этой серии будет защитник интересов телезрителей, вице-президент Альфа-банка Алексей Гиязов. Добрый вечер, Алексей. Добрый вечер. Алексей, мне кажется, после прошлой игры надо расставить все точки над «и». Что вам должен Андрей Тимонов? Вы знаете, господин ведущий, у Андрея два варианта. Первый вариант, я надеюсь, что в спорной ситуации защитник интересов знатоков станет на сторону телезрителей. И есть и вторая опция. Андрей Тимонов может просто подарить мне хрустальный атом. Алексей, но есть еще и третий вариант. Ну, смотрите, на 80% Олесь Мухин долг вернул. Может, вы просто предоставите 20% скидку и все? Ну, я бы назвал это кэшбэком. Второй раунд. Господин Друзь, почему-то мне кажется, что Алексей Гиязов не будет особо нападать на вас. Вы согласны? Возможно, господин ведущий. Ну, Алексей, вы знаете, мне кажется, себе дороже. Я с вами соглашусь. Александр, вы вступаете в этот сезон со знатоками, с которыми играли не то что не один, даже не 10 раз. Можно сказать, что вы себя чувствуете в этом составе, как в разношенных ботинках? Можно сказать, что я нашел ботинки 2011 года, как Наполеон в свое время. А он в 2011 году что Нет, делал? он Наполеон? просто в 2014 году утверждал, что он... Блиц. Да. Утверждал, что он нашел свои сапоги итальянской компании и по очереди громил союзников, пока все-таки не взяли Париж. Вы все, Александр? 3 вопроса по 20 секунд обсуждения на каждый. Чтобы заработать очко, вам нужно ответить на 3 вопроса подряд. Александр, вы любите блицы вообще? Играть люблю, а так нет. Внимание, вопрос первый. Есть такое выражение «реклама – двигатель торговли». Вы слышали? Ольга Богданова из Санкт-Петербурга интересуется, а что раньше называли крыльями торговли? Реклама должна быть в этой же плоскости. Каталоги, которые рассылали. Нет, так это тоже реклама. Ну, правильно. Крыльями торговли. Листовка, нет? Так, а просто Паруса. деньги. Паруса. Паруса эти корабельные, в смысле? Ну почему бы нет? Ну, ничего. Еще. А деньги Крылья просто... самолета, Деньги... крылья торгов, деньги тоже. Так, кто отвечать будет? Климович отвечает. Кто? Климович. Леонид Климович. Леонид, добрый вечер. Здравствуйте. Рад вас видеть. Прошу. Крыльями торговли называли паруса кораблей. Это абсолютно правильный ответ. Блиц продолжается. Внимание, вопрос второй. Денис Серебряков из Обнинска интересуется, что Эрнест Хемингуэй считал лучшим лекарством от всех бед. Алкоголь. Виски. Я думаю, работу. А вот работу хорошо. Всех бед, ну, может быть. Море. Море, путешествия. Море есть не везде, работа в этом смысле Лучшее лучше. лекарство от всех бед. То есть вот, что бы у тебя ни случилось, займись. А почему рыбалка нет? И рыбалкой. Почему рыбалка? Мне кажется? Ну, рыбалка тоже Я Ну, работа как-то банальная. а Кто рыбалка- отвечает? Для себя считал. Давайте, рыбалка. Рыбалка. А теперь, внимание, правильный ответ. Что-то вы как-то... Это вот Левин, да? Вот это банально, вот это все, да? Эрнест Хемингуэй утверждал, госпожа Петрунькова, как вы и сказали, что работа – лучшее лекарство от всех бед. 1-1. А Левин перемудрил. Но этому рад Денис Серебряков из Обнинска. Он получит от Альфа-банка 100 тысяч рублей. 3-й раунд. Ну, господин Климович, давайте с вами. Вы уже на 1 вопрос ответили. Мы с вами 12 лет не виделись. Рад снова увидеться. Как ваши дела? замечательно.
Лучшее лекарство от всех бед — работа, Леонид. Это правильно. Леонид, немногие знают и уж совсем немногие помнят, что вы, как и Александр Друзь, появились в клубе в 1981 году. Что вам вспоминается от первой встречи с Александром? А мы заходили с разных отборочных туров. Ну, не важно, вот вы его увидели. Я его тогда не видел, но мне рассказывали байку насчет того, что на многоверсионном... Всеволод. Байку рассказывали какую? Ну, что на многоверсионном вопросе, почему коровы обожают пастись... Около железнодорожного полотна. Он дал это самый, классика, да. самый оригинальный ответ, который слишком известен, чтобы его повторять. Ну, уже интригу такую повесили, уже скажите. Вот Александр сам ответит. Да нет, зачем вспоминать? Просто сейчас бы я такой ответ не дал. Тогда я был молодой. Придумал как молодой, а сейчас бы придумал как старый. Интригу повесили мастерски. Итак, против вас играет предприниматель Денис Мухамедов, город Всеволожск, Ленинградская область. В XIX веке в США строили крытые деревянные мосты. Крыша увеличивала срок службы таких мостов на несколько десятков лет. Посмотрите на экран. Это один из сохранившихся. В зимний период местные власти нанимали на работу на мосту надзирателя. Внимание, вопрос. Для чего? Бомжей гонять. Чтобы там никто не Да. прятался, да. Какое зимнее время, да? Значит, ребята, варианта два. Счищать снег и разламывать на дрова. Что разломать? Нет, наоборот, надо Надзирателя 20 лет назначали. дольше служить. Сторожа назначали. Надзиратели разламывать. Может, это Вот диктатура крышу будет? разбирать. Чтобы народ не разбирал. Почему, то есть, увеличивался срок? Дерево не гнило, вот сами конструкции не гнили, они находились под защитой. То есть снег, соответственно, Ну, снег ребят, дождь. что-то вы не... Или не пускать туда ночевать? Потому что они поджигали, и могло гореть тогда, если там грелись эти. Да, конечно. Бомжей не Скорее Нет, ребят, разбирать на дрова просто. Зачем разбирать на дрова? Он стоит... Зимнее время. Зачем время? В зимнее время там прятались бездомные. Так они Тебя разбирали, дров он нет. говорит, что они Да разбирали каких на дров? дрова. Зачем дрова? Они Так он разбирали. говорит, что они разбирали на дрова. правильно. Не надзиратель, а он отгонял тех, кто разбирал на дрова. Он говорит, Пошел он рубил. Ну, чего? Здесь-то уже отрублено. Итак, прошу. Александр Друзь отвечает. Александр Друзь. Мы полагаем, что в зимнее время, когда холодно, вот эта вот деревянная, ну, типа сарая, она могла служить приманкой для тех, кто ленился рубить дрова. И чтобы и не разбирали эту самую конструкцию, Охраняли просто. нужен был надзиратель. Да. А почему в зимний период, в летний тоже можно на дрова? А зачем летом дрова? Ну, что-нибудь приготовить. Теперь, внимание, правильный ответ. Александр, мне кажется, вы немножко сбили команду, сказав, что всего два варианта. Вы как-то их очень ограничили. Варианты? Не, я просто свои два предложил. Не два. А вот этот вопрос, на мой взгляд, очень интересный. Какие версии в зале есть? Давайте по очереди все. Команда Козлова. Нет, мы просто болеем, мы смотрим, мы не обсуждаем даже. Будьте здоровы. Так, команда Белозерова. Есть одна версия, что, возможно, дикие животные там прятались, например, медведи. Господин Поташов. Ну, мне нравится вариант, что костры разводили. Костры разводили. Угу. Госпожа Повышева, у вас есть какая-то версия? Ну, у нас почти как у господина Белозерова, только мы думаем, что оттуда могли дети кататься сверху со скатов. И, наконец, у Мухина можно не спрашивать, а вот команда Дениса Элькиса, прошу. Ну, могли бездомные там прятаться. Ну, понятно. Да, что-то вы как-то, бывают же и сложные вопросы, вот это как раз он. Скажите, Александр, вы можете себе представить, мост, по нему ездит? Согласны? Логично. А на чем ездили в 19 веке, как вы думаете? На лошадях или на каретах? Так, а в зимний период? На санях? На санях. Зимой крытые мосты создавали проблему. Под крышей не было снега. Надзиратель должен был подсыпать снег, чтобы по мосту могли легко проехать сани. 2-1 в пользу телезрителей.
100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Денис Мухамедов. Господин Гиязов, как вам вопрос? Ну, шикарный вопрос и явный кандидат на лучший вопрос этой игры. Мне тоже так кажется, уважаемые телезрители, а я с подачи Алексея Гиязова напоминаю вам, что вы можете прислать свои вопросы в 13-й сектор по адресу 13.alfabank.ru. А пока сейчас тренер сборной России по футболу Валерий Карпин. Компания Бэтбум учредила приз для знатока, который сумеет выиграть Суперблиц. Если это удастся нескольким знатокам, приз получит тот, кто выиграет Суперблиц последний. Валерий, для знатока выиграть Суперблиц очень сложная, я бы сказал, почти неподъемная задача. А скажите, а что такое очень сложная задача для тренера? Добрый вечер. Ну, для тренера, наверное, если взять карьеру всю, то, наверное, самое сложное – это управление коллективом. Потому что в футбольной команде, если мы говорим про футбольную команду, там 25 миллионеров, каждый со своим эго. И вот всех их подчинить общей задаче, общей цели, вот это, наверное, думаю, что самое сложное. Если говорить про Блиц, то это за короткий промежуток времени надо сыграть много ответственных матчей, так скажем. И вот в этом случае раскрепостить игрока, когда ответственный матч, всю команду раскрепостить, но чтобы они особо не расслаблялись в то же время. Поэтому... Скажи, а вот для спортсмена, что такое сложная задача для спортсмена? Для спортсмена сложная задача. Давайте для начала я хочу поздравить Александра Овечкина, нашего величайшего спортсмена с величайшим рекордом, который он сегодня установил. Так что наши поздравления. И, в принципе, спортсмену перестроиться, не зацикливаться на задачах конкретных на сегодняшний день, а именно расслабиться и продолжать наслаждаться своей игрой. Это самое сложное. Благодарю вас, Валерий, а мы продолжаем игру. 4-й раунд. Господин Левин, вот вы 9 раз играли Суперблиц и дважды выигрывали. С чем бы вы могли сравнить победу в этом раунде? С чем? Даже не по знаю. сложности. Вот мне кажется, это для меня, например, это все равно, что отбить пенальти от Друзья, от Дюбы и от Карпина. Ну, от Друзья и Дюбы я бы отбил пенальти легко. Смотря какой Дюба. Смотря какой Дюба. Так. А от Карпина что? Вот от Карпина это было бы сродни Суперблицу в квадрате. Аликанте. Против вас играет врач Игорь Крючков из Аликанте. Кучер Чичикова Селифан, спускаясь по лестнице, делает это. И Николай Васильевич Гоголь задается вопросом. Что означает это действие? И что вообще оно значит? Досада ли на то, что вот не удалась задуманная на завтра сходка со своим братом где-нибудь в Царевом кабаке? Или уже завязалась в новом месте какая зазнобушка сердешная? Или просто жаль оставлять отогретое место с тем, чтобы вновь тащиться под дождь и слякоть? Бог весть, не угадаешь. Многое значит оно у русского народа. Внимание, вопрос. О каком действии размышлял Гоголь? Ну, то есть он делает что-то не так, спускаясь по лестнице. У него голова занята чем-то другим. Он может как-то идет. Он не хочет уезжать. Чешет. Нет, это многое у русского народа знать. Прыгает, я не знаю, что он может на лестнице делать. Ворчал, ворчание и ругал, это одно и то же. Шапку бросил. В носу ковырял. Шапку бросил. Да голову считал. Вот голову чешет. Да, голову чешет. Голову чешет, да? Да, тут много может быть. Много русского народа. Еще? Ну, А зазнобушка при чем? А какой еще действие? Вот у него что-то в голове. Что он может делать, если у него голова чем-то занята? Ну, поглаживать себя по голове довольно странно. Притаптывать, приплясывать, прихлопывать. На лестнице не притоптываешь и не приплясываешь. Ну, голову чесать нужно не на лестнице. Ругается. Он просто спускался по лестнице. И что-то о чем-то думал, в самом деле. Какие у него варианты? Ну и что?
Какое-то действие. Ну что, надо что-то решать. Не, берем? Нет. Кто отвечает? Помощь берем? А так не Не предлагали? Климович отвечай. Климович, прошу вас, Леонид. Многозначительное действие. Чесал он в голове, в затылке. Теперь, внимание, правильный ответ. Леонид, скажите, ну вот на чесание вы как-то с первой секунды, ну как-то именно не голову, вообще, вы сказали, может чесать что-нибудь? Что навеяло? Да не знаю, вот размышляет человек, а когда человек размышляет, он сразу лезет в шевелюру всеми 5 пальцами. Внимание, правильный ответ. Николай Васильевич Гоголь писал, господин Климович, о почесывании затылка. 2-2. Господин Климович, а вы в каком случае затылок чешете? Я? Почеши. У меня затылок залит лаком, я боюсь испортить труд гримера. 5-й раунд. Госпожа Петронько, в интервью перед этой игрой вы сказали, конкуренция это не мое. От этого сезона я жду объединения клуба. Скажите, Оксана, а с этим есть проблемы, на ваш взгляд? С объединением Да. или с конкуренцией? С объединением. Нет, нет проблем. На самом деле мне вот последние как раз годы очень нравится, что в команде играют люди разного возраста, разных как бы когорт по времени прихода в клуб. И клуб одновременно и молодеет, но появляются и люди зрелые в нем. Нет. Я просто жду дальнейшего. Дальнейшего Да. объединения. Суперблиц. Что-то вы решили по-взрослому начать сегодня. 3 вопроса по 20 секунд размышления на каждый. Играет один знаток. Кто останется за столом? Борис Левин. Борис Левин, чтобы одержать победу в этом раунде, должен ответить на 3 вопроса подряд. Внимание, вопрос первый. Господин Левин, у вас 10-я попытка. Я вас поздравляю. Спасибо. Юбилейная. Бог любит троицу, господин ведущий. Михаил Винокуров из Москвы попросил показать вам фотографию 30-х годов. Сейчас вам принесут, сидите спокойно. Вот. Михаил интересуется. Фотографию покажите кто-нибудь. Михаил интересуется, что подарили девочки и что мы от вас скрыли. Без «и». Что подарили, что мы скрыли. Одно и то же. Прошу, Борис. Ну, вот эта вот подушка, она как подушка безопасности от чего-то должна предохранять. Девочка смотрит вниз, там что-то мелкое, чего она может предохраняться. Даже не знаю. Может быть, ежик. Что подарили? А, что подарили, да? Что подарили? Трудно сказать. У меня была мысль, что ежика подарили, но если что. А теперь, внимание, правильный ответ. Борис, ну вы что-то перенервничали. Ну прикрыли ноги, значит что-то на ногах, защита, что-то на ногах, Коньки обвязали подушками, но не коньки, потому что лето, тепло, девочки подарили. Вот сейчас посмотрите на экран. Ролики. Ролики, Борис, вы что-то перемудрили и перенервничали. 3-2 в пользу телезрителей. Михаил Винокуров из Москвы получит 100 тысяч рублей от Альфа-банка. Шестой раунд. Хоть что-нибудь сказать. Ну так она смотрит в сторону, а что там в стороне? Господин Левин, что случилось-то? Объясните. Какой-то, мне казалось, что там был ответ в вопросе, что произошло. Нет, ну дело в том, что она там... Перенервничали? Да нет, она просто смотрит в сторону. Я искал того, что там на дорожке стоит или лежит, или идет. Ну, что ходить не может. Ну да.
Да, ну ничего страшного. Господин Дюба, вы бы ответили на такой вопрос? Я ответил на этот вопрос, ну а толку-то? Ну как, 13-й сектор. Да что это такое? Интернет против знатоков. Итак, сегодня в 13-й сектор поступило 24 564 вопроса, и сейчас компьютер выберет один из них. Против вас играет Наталья Просолова из Москвы. Внимание, вопрос. Г лежит и С лежит, Л квадратик сторожит. Что это? Лежит, собака может. Так, Г лежит. Слушай, опять это... С лежит. А опять это может быть корень, вот смотри, приставка, L квадратик это... окончание. Приставка, корень, да. все правильно. И S это самое, а L это квадратик. Окончание. Это разбор слова. Вот, да, приставка, частям. корень, суффикс окончания, все. Да. Все, 100%. А почему Г и С? Вот они лежат, вот они лежат. Ага. Приставка, корень, суффикс окончания, все. Еще, подожди, все. Что такое? Что? Л, что значит буква? Л, смотри, Боря, вот смотри. L это... Л лежит, Г лежит, приставка, С лежит, Л, квадратик сторожит. А квадратик окончания, да. Разбор слова по составу. Как учитель русского языка и литературы. Вперед, учитель. Капитан из командующего. Так, уже. Что вы замерли все? Вы... Давайте по что, где, когда это минута. Если вы хотите, будем по 50 секунд играть. Прошу. 10 секунд. Учитель русского языка и литературы у нас на счастье есть. Г лежит, знак приставки. С лежит, горбик, корень. L квадратик сторожит. L это, так скажем, домик. И квадратик это окончание. Разбор слова по составу. Все. Вот это учителя у нас. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Климович, ну вы просто всех поразили. Вы когда говорили свою версию, Левин даже не понимал, о чем вы. 3-3. Уважаемые телезрители, по традиции в конце игры Андрей Тимонов вручит лучшему знатоку «Хрустальный атом» — приз от госкорпорации «Росатом». Господин Тимонов, 6 апреля 2013 года в нашем клубе был вручен первый «Хрустальный атом». Почему ровно через 12 лет, день в день спустя, он изменил свой облик? Знаете, господин ведущий, Росатом динамично развивающаяся компания. У нас меняют свой облик не только лаборатории, передовые предприятия, но и призы и награды. В год 50-летия игры «Что, где, когда» и 80-летия атомной промышленности России мы решили покуситься на, казалось бы, незыблемое, на изображение атома как такового. Дело в том, что все мы находимся в плену его традиционного изображения. Ядро, 3 овала, и по ним, как троллейбусы, бегают электроны. Но ученые уже давно говорят, что атом на самом деле не такой. Он другой, удивительный, трудно объяснимый. Вот мы попытались изобразить тот атом, который есть на самом деле в природе. И кто знает, может быть, мы со «Что, где, когда» сделаем такой мировой тренд на новое переосмысление визуального образа атома. Андрей, благодарю вас. 7-й раунд. Господин Дзюба, да. Михаил, вы самый неопытный игрок этой команды. Да, Ваш игровой стаж насчитывает всего-навсего 28 лет. Скажите, старожилы не притесняют вас? Я смотрю, они вам слова не дают сказать. Так, да я привык, господин ведущий, да. Михаил, вы дважды становились обладателем хрустального атома старого образца. Хотите получить в коллекцию обновленный приз? Ну, в общем, я, конечно, не против, но лучше бы меня об этом заранее предупредили, я бы тогда взял билеты обратно и на поезд, потому что, боюсь, самолет с этим не пустят. Саранск можете в следующий раз забрать. Хорошо. Саранск. Против вас играет ведущая мероприятий Елена Куркова из Саранска. Свой вопрос телезрительница сняла во время поездки в дагестанское село Цада.
Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки! Я нахожусь в доме музея поэта Расула Гамзатова. Нам рассказали на экскурсии много интересной информации, и у меня созрел вопрос. Перед вами сосуды, и они являются мерилом, но не веса или объема, а площади. Внимание, вопрос. Каким образом, благодаря этим сосудам, измерялась площадь? Может, какие-то блины, не знаю. Нет, что-то Может, они туда насыпали. прокатывали? Что-то туда Может насыпали. быть, разливали, например, или рассыпали чего-то, и какую площадь займет. Вот ровным слоем зерно рассыпать, а и займет какую-то площадь. Может, в самом деле, как старые печати их прокатывали, и вот они площадь показывали. Ну, то есть это точно не окружность, которая... Не, ну видно, что это сосуд, видно, да, в нем чего-то должно То есть они быть. Ну все вот версия кривенькие катать это. Они тогда должны быть одинаковые. А что говорили, не для вина и Не для площади, веса, ни для веса, ни объема. для чего. А может быть, это площадь посева, если там семена, вот они шли и разбрасывали. Как мерить надо? Так мерить площадь посева, Это да. мера площади. Ты берешь Мера меру площади и посева, что вот рассеиваешь. эта штука на гектар. На да. сотку, да? Ну да, то есть... А вопрос какой был? Что измеряли? Нет, так веса там был, по-моему. Каким способом измеряли? Нет, Каким способом? измеряли площадь. Миш, измеряли форма. Площадь, не вес измеряли. То есть Итак, кто отвечает? Я попрошу повторить вопрос, отвечать будет Оксана. То есть, Вопрос повтори. каким образом благодаря этим сосудам измерялась площадь? Мы думаем, что в этот сосуд засыпали зерно, и хозяин земли знал, что вот из такое количество земли ему нужно посеять на определенной площади. А теперь, внимание, правильный ответ. Внимание на экран. В каждый из этих сосудов помещается определенное количество посевного зерна. И, например, зерном в таком объеме можно засадить 1 сотку. Зерном в таком объеме можно засадить 2 сотки. А положим, таким объемом зерна 5 соток. 4-3, 4-3 в пользу знатоков. 8-й раунд. Оксана, вас Климович поцеловал только что. Я польщена. Вы знаете, ну я специально вот приостановился, Виктор, но это здорово. Вот смотрите, вы разложили этот вопрос, вы придумали зерно, Виктор Синев, но не поняли, куда его девать. А Оксана вас поддержала, и вы нашли ответ как раз в процессе обсуждения. Это очень здорово, я вас поздравляю. Астана. Против вас играет учитель английского языка Лейла Бакенбаева из Астаны. Вопрос снят самой телезрительницей. Внимание на экран. Здравствуйте, уважаемые знатоки! В моих руках находятся 2 инструкции, которые помогают человеку определенной профессии изобразить сердце и розу. Через минуту можете, пожалуйста, назвать данную профессию? Сердце и роза. Одна из них сердце, другое роза. По сути, А нам не дадут эту штуку? Дадут эту штуку. А можно показать? Что такое Стоп, сердце? ребята. это как-то одним движением. Гончар. Хирург, гончар. Да, вот крутится это самое, и вот такое, На да. такой высоте. Давайте еще Похоже, он какую-то картинку делает, да? Ну вот да. Видишь, и оно все, не, оно вот по кругу именно идет. Да, он по спирали какой-то, Если или правильно шаг понимаю, спирали. движение инструмента, да, с Да, учетом вот того, оно. что у тебя Всё, идет это услышали. разговор. Может, это, А хирург не может, может это, быть? может, это, Не, может, это вообще фигурист, нет? Фигурист. Сердце. хороший А, вариант. тоже хорошо. Зачем хирургу фигуристу изображать сердце? В обязательной программе, может, у них есть Нет, изображение фигур, нет? эти времена фигурного Для катания сердца давно какая-то прошли. очень сложная структура там. Не, ну понятно, А да, зачем что- там стояли номера? Вот 1, отсюда 2, 3, начинаешь, 4. с первой точки, первая и точка. дальше А, оно тут по спирали задержишься, крутится, там, и например, вот двигаешь 2 вот эту круга, штуку. да. Гончар лучше. Ну,
Итак, отвечает? Леонид Климович. Леонид Климович, давайте. Я коротко, это профессия гончар. И все. Ну, а что, спросили? А почему сердце и розы? Ну вот эта заготовочка крутится, и вот просто так на ней не нарисуешь, а вот чтобы тело вращения получило какое-то изображение, вот нужна вот такая сложная инструкция, и оно типа рисуется. Ответ ваш понятен. А теперь, внимание, правильный ответ. Господин Дюба, поэтому и не оставили вам схему, потому что она не важна. Михаил Дюба. Да. Она не важна. Если важна, как именно, она бы вам все равно ничего не дала. Скажите, а где вы видели сердце и розу в принципе? А? Ну, на татуировках. На татуировках, да. А в клубе где-нибудь кто-нибудь еще видел? Версия Владимира Антохина. Да, господин Козлов, перестаньте добавлять. Мы все знаем, что у вас все версии Владимира Антохина. Мы это знаем. Это бариста, который рисует эти рисунки. Вот ему инструкция, как рисовать. Господин Друзь, вы кофе не пьете? Нет, господин ведущий, с молоком не пью, только черный. Ну вот, внимание на экран. Сейчас вам все покажем. Смотрите, по определенной схеме вспененное молоко вливают в кофе, и получаются подобные узоры. Или сердце, или роза. В данном случае роза. Это инструкции для бариста. 4-4. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Лейла Бакенбаева из Астаны. Реклама. Господин Карпин, как вам игра? Как вам игра? Вам нравится игра сегодня? Мне очень нравится игра сегодняшняя. Даже больше, чем на прошлой неделе. Знатоки из команды Виктора Сиднева давно не играли. Как вам кажется, они в форме? Я думаю, что они в обалденной форме. А вы как поддерживаете форму? А я как поддерживаю? Ну, в футбол я уже не играю, так как в силу возраста уже противопоказано. Даже пенальти бить, наверное, не смогу. Но играю в падл-теннис, новая игра. Раньше, понятно, что я играл и в большой теннис. Много играл и много смотрел. Тем более компания Бэтбум является партнером официальных трансляций. И сегодня как раз начался турнир в Монако, где играют наши ребята Рублев и Медведев, за которых мы, естественно, будем болеть, так же, как и за сборную России в июне, когда будут матчи против сборной Нигерии и против сборной Белоруссии. Так что давайте за них болеть. Будет жарко. Благодарю вас. 9-й раунд. Уважаемые телезрители, если вы хотите в этом сезоне сыграть против знатоков, вам надо присылать вопрос на игру либо по электронной почте вопрос@tvigra.ru, либо по почте на Королева 12, либо заполните специальную форму на нашем сайте tvigra.ru. Господин Гиязов, я понял, что скидки вы не предоставляете, только кэшбэки. А бонусы вы предоставляете? Предоставляем. Вы знаете, сегодня вот такие прекрасные видео-вопросы. Вопрос из Астаны победил, вопрос из Саранска не победил, но я считаю, что его надо поощрить дополнительными 50 тысячами рублями. И в будущем, в этом сезоне, я бы хотел поощрять самые яркие видео-вопросы, поэтому призываю их присылать. Пенза, благодарю вас. Против вас играет студентка Анастасия Ершова из Пензы. Господин Сиднев, в 2015 году вышел альбом с фотографиями обычных для нас объектов, но в необычном исполнении. В поисках фактуры фотограф 12 лет путешествовал по разным городам республик бывшего Советского Союза. А теперь внимание! Лампочка, ракушка и ак-колпак. В альбоме оказались объекты не только в виде этих трех предметов. Было и много других. Внимание, вопрос. Что за объекты фотографировал Кристофер Хервик? Это только наши или он вообще Ну вот, скорее всего, Советского Союза характерно. Нет, это сказали. Форма.
Какие-то архитектурные сооружения. Да, Стадион, формы лампочки. Лампочка, ну не знаю. Ну, она тоже очень экологическая такая. На самом деле, крона дерева, например. Фотографировал. Нет, вот сооружение хорошо. Да? То есть похоже на архитектуру и это, да? А какие сооружения? Храмы? Нет, нас не спрашивают, какие сооружения. Какой вопрос? Именно сооружения. Какие сооружения фотографировать? Ну, экологическое имеющее Говорил сооружение? Хорошо, Да. ладно. Мне кажется, это все-таки стадионы скорее. А что это? А лампочки? Не знаю. Тоже нормально. Не привычные вещи в непривычной форме было в вопросе. В привычном ракурсе. Что это напоминает? Что это напоминает? Итак, снизу, сбоку. кто отвечает? Про ракурс разговора не было. Прошу. Александр Друзь. Александр, в альбоме оказались объекты не только в виде этих предметов, было и много других. Что за объекты фотографировал? Может быть, этот фотограф фотографировал фонтаны. Фонтаны. А теперь, внимание, правильный ответ. Александр, но вы согласны, что фотограф Кристофер Хервиг, он, наверное, фотографировал как что-то, что необычно для него? Иначе зачем бы он фотографировал? Его что-то удивляло в республиках Советского Союза? Да, согласен. А в зале есть версии какие-то? Да. Прошу, господин Поташов. Очень жаль, что при этом счете нельзя помощь предлагать. Это, судя по всему, остановки общественного транспорта. Да. Господин Друзь. Кристофер Хервиг фотографировал, посмотрите на экран, автобусные остановки необычных форм. 5-4 в пользу телезрителей. 100 тысяч рублей от Альфа-банка получит Анастасия Ершова. Да, я слушаю внимательно. Но разве нельзя ли засчитать ответ на вопрос, поскольку ответ, господин Друзья, это абсолютно точное архитектурное сооружение. Да, не было названо, что это, прошу прощения, не было названо, что это автобусная остановка, но фонтан — это тоже архитектурное сооружение. Ну, так он их не фотографировал. Господин Диванов, что за объекты фотографировал Кристофер Хервиг? Вы имеете в виду, что архитектурные сооружения. Ну, тогда на любой вопрос, где находится, можно отвечать в нашей Вселенной, в нашей галактике. Согласны со мной? Но это слишком общий. Это слишком общий ответ, объект. То, что он объекты фотографировал архитектурные, это и так понятно. Мне кажется, все-таки нет. Тем более вы Гиязову должны. Мы считаем, что нет, просто потому что в том альбоме не было фотографий фонтанов, насколько я понимаю. Фонтаны так же, как... 10-й раунд. Господин Сиднев, но вообще вам немножко сегодня не везет с волчком, потому что когда в зале есть ответы, вы не можете воспользоваться помощью. А вот теперь можете, но... Но вы можете сейчас, при счете 5-4, вы можете и помощь клуба брать, и можете минуту в кредит брать, у вас возможностей много. Москва. Прямо по правилам. Против вас играет менеджер Ольга Миронюк из Москвы. Госпожа Петрунько, в некоторых населенных пунктах Японии автоматы с напитками и едой недавно облюбовали маленькие лягушки, дальневосточные квакши. Внимание, вопрос. Чем же их так привлекают торговые автоматы? Вода, тепло. Может, они на свет идут? Может, они что-то делают и им выдают эту? Так не, а чего, вряд ли.
вряд ли. Может быть, их подкармливают люди, которые... С едой и водой, сказали. А что такое облюбовали? Они там ездятся, они там вот что? Вот они просто рядом находятся. А почему как логотипы Почему не светом, например? Чем? Нет, ну хорошо, но света много чего. Нет, я говорю, что такое облюбовали? Может, там рисунок. Может, звук напоминает кваканье. Как он выглядит? А Кашура какие звуки издает? Да. То есть это стоит коробка, в ней стоят какие-то вещи для выпечки. Монетка падает туда, да? Вряд ли уже Или монетка. автомат, или карты. На что лягушки реагируют? На вот это падение предмета внутри этого автомата. Может, лягушки это как их ловят, этих насекомых? А, насекомые могут быть. А насекомые Летят на свет. Итак, Все равно. Берем помощь? Есть помощь? Давай. Ну, на всякий случай, да, у нас есть ответ, но мы проверим, берем помощь клуба. Саша, какой у вас есть ответ? Ответ у нас, что хорошо, ладно. свет автоматов привлекает насекомых, насекомые привлекают лягушек. Уважаемые знатоки и гости нашего клуба, у вас 20 секунд, чтобы помочь команде. На южном встречаются. Ну, то есть другого Не, ну еще есть холод, типа, чтобы они этот... Свет логичнее. Холод им не нужен. Ну почему именно эти Мы готовы автоматы? отвечать, спасибо клубу. Ну так он же от многих. Спасибо клубу. Итак, Михаил Дюба отвечает. Михаил, прошу вас. Да, ну вот, значит, эти автоматы, помимо всего прочего, еще и обладают некой световой подсветкой. Световая подсветка, вот здорово сказал. На этот свет летят насекомые, и лягушки этому очень рады. Они тоже могут пользоваться этими автоматами для еды. Бесплатно. Бесплатно причем, да. Все. Ответ Господин закончен. Карпин, у нас тоже, если важно забить какой-то гол, тоже Дюбе доверяешь. 5-5. А Ольга Миронюк из Москвы получит от Альфа-банка компенсацию 100 тысяч рублей. Хотя Алексей, не знаю, получит или нет. В принципе, ответ-то был. Не, разумеется, получит, разумеется. Получит от Альфа-банка 100 тысяч рублей. Алексей сегодня добрый. 11-й раунд. Ее бы и не было. Сейчас решает, все решается. Господин Синев, перед этой игрой вы волновались, что вы давно не играли, и как вы сможете играть. Какое у вас эмоциональное впечатление? Получилось? Получилось, да. Это такая, значит, встреча друзей, я бы сказал. Дело в том, что мы уже второй день вместе. И мне очень нравится. Причем у него дома. Да. Это вам не нравится? Не, нравится. И в баню сходили, так что все как надо. Ну что, Шлиссельбург. Против вас играет семья Коноваловых-Мошниковых. Анна, Соня и Дмитрий. Город Шлиссельбург, Ленинградская область. Посмотрите на экран. Перед вами схема 1941 года. Она использовалась в период обороны Москвы. На ней было необычное условное обозначение, которое мы заменили красными стрелками. Что это за условное обозначение? Что за изображение мы от вас скрыли? И что это за схема? Похоже на железные дороги. Нет, все идет наружу. Все идет наружу. Вот от Новогиреева в разные стороны. Обстрелы. И все остальное, вот все наружу, ничего внутрь. От некоторых центров идут стрелки, да? Вот. Так, А Новогиреево с какой стороны вообще? На востоке, да.
Вот смотрите, то есть, что могло быть? Какое-нибудь, откуда самолеты летят, вот куда, допустим, взлетают самолеты на перехват этих самых. А что если это противников? маскировка, которую просто сдвинули в центр города? Какой-то вид транспорта, какая-то связь. Ну, не знаю. карта воздушной обороны, если в Новогиреево был взлет аэродрома, да? Ну, я не знаю, был там аэродром или нет. А чего на Пушкина? Это же в тылу получается. А, да, это связь. Люберцы. Может быть, это как телефонные линии протянуты? В какую сторону Нам надо знак тянутся? назвать, который вместо стрелок нарисован. Необычный знак. Необычный, да. По-моему, минута закончилась. Я так увлекся обсуждением. Итак, кто будет отвечать? Необычное. Вот это важно. Необычное условное обозначение. Борис Левин, вопрос повторите, пожалуйста. Обязательно. Борис, перед вами схема 1941 года. Она использовалась в период обороны Москвы. На ней было необычное условное обозначение, которое мы заменили красными стрелками. Стрелками, не кружками. Что это за условное обозначение и что это за схема? Кто подсказал? Я так не понимаю. Мухин? Мухин? Ладно, потом выгоним. Прошу, отвечайте, Борис. Ну, стрелками это значит какое-то движение обозначали. Какое могли обозначать движение необычным знаком? Прошу. Борис, ну вы как с суперблицем, уже надо отвечать что-то. Хорошо. Что это за схема, что за условное обозначение? Раз, два, три. Пусть будут велосипеды. Велосипеды. Кто разбил зеркало? Я. Так. А теперь, Хотя, внимание, может, велосипед. правильный ответ. Связь, господин Левин, вы же говорили связь. Я говорил. И вы говорили связь. Так какая связь-то? Голубиная. Смотрите на экран. Это схема почтово-голубиной связи в системе... Сейчас поменяю. Голубиной стрелки. Вы не вообще в минуте не обратили на это внимание. Это схема почтово-голубиной связи в системе обороны Москвы. Видите, в Новогирееве находилась центральная станция, Не, ну что связь понятно была. а птицы использовались для оперативной связи. Мы заменили изображение голубя. 6-5 в пользу телезрителей. Счет становится 6-5 в пользу телезрителей. Команда Виктора Сиднева терпит поражение. Но еще один шанс у этой команды будет. Вот имена телезрителей и победителей. По 100 тысяч рублей получат. Денис Сибиряков из Обнинска, вопрос о Хемингуэе. Денис Мухамедов, Всеволожск, вопрос о мостах. Михаил Винокуров из Москвы, вопрос о роликовых коньках. Лейла Бакинбаева из Астаны, вопрос о кофе. Анастасия Ершова из Пензы, вопрос об автобусных остановках. И семья Коноваловых-Мошниковых, вопрос о голубиной почте. Господин Тимонов, кто получит хрустальный атом? Мы тут со знатоками спорили. Кажется, Леонид Климович ушел из большой «Что, где, когда» еще до момента появления нашего приза. И вот сегодня у него появился тот самый шанс, и он им воспользовался. Леонид Климович. Господин Гиязов, кому достанется приз за лучший вопрос? Лучшим вопросом игры станет вопрос о почтовых голубях. И семья Коноваловых-Мошниковых из Шестербурга получит дополнительные 200 тысяч рублей от Альфа-банка. Уважаемые телезрители, через неделю в нашем клубе продолжатся игры магистров. Смотрите вторую игру в следующее воскресенье, 13 апреля, на Первом канале, сразу после программы «Время». А эта игра закончена. Спасибо всем за игру.